решил записать небольшое предисловие отдельно от основного ролика. Эм, Вы, наверное, уже слышали о сильном повышении рейка на ГГ и о бойкоте, который пытаются организовать, ну и относительно успешно организовывают зарубежные профессионалы. Я хочу попробовать рассказать об этой ситуации не со стороны High Рега, а с спортивной точки зрения, как бы это смешно не звучало. Также, не знаю, насколько это уместно, но хочется лично обратиться к Ивану. У него ник на Steam Donk vs Fish. Он занимает высокую должность в ГГ Покер, а также он, как минимум, раньше являлся активным участником комьюнити Gypsy Team. Ну, немного лично надеюсь, что он сможет как-то не то что помочь, а как минимум донести все вот это до руководства там или до... Ну или сам, возможно, сможет как-то пересмотреть какое-то решение. ГГ создали великолепный продукт. С этим будет спорить только глупец. Вот, ну, особенно вот на высоких ставках вот эта система с реальными именами, великолепный софт с кучей продуманных мелочей, невероятная работа по привлечению любителей со всех стран мира. Это, ну, то, чему, безусловно, мы все обязаны отдать должное. Однако, ну, также наблюдать за хэштег с баталиями сейчас, ну, реально максимально интересно. Вот там, условно, я даже играю просто какой-то случайный стол НЛ 20 тысяч, и сейчас там сотни человек смотрят, кто-то там что-то в чате спрашивает, там азиаты в основном на китайском, причем даже чат автоматически мне переводит это, там, китайский язык, то есть это все, ну, система реально круто продумана. Можно увидеть вот просто за столом, увидеть, как Майк Боффин делает какой-нибудь там реально крутой блеф. Вот даже покажу раздачу, как он против меня без эквити, там, СУС-4, ну, сделал реально дорогой такой жесткий блеф. И вот это как бы мало того, потом можно еще в открытых источниках увидеть график этого самого Майк Бойфина, увидеть, что это там не просто какой-то рандомный чел, а то, что он вот 3,5 миллиона долларов выиграл в основном по красной линии. То есть это реально круто. С новой системой рейка на большой дистанции таких графиков мы, скорее всего, уже не увидим. Понятное дело, что ГГ Покер сами решают, как они хотят видеть high stakes, там, NL 5000 плюс игру на своей площадке. И тем более, что даже с новой системой плюсовые игроки все равно останутся. Будет чем-то похожая ситуация на то, как это было с одностоловыми турнирами Sit and Go во времена Суперновой Элит. Напомню, как примерно это выглядело. Вот, допустим, график одного из лучших игроков тех времен, русскоязычного, у него ник на Gypsy Team Михей, можете прочитать его блог, там, тоже очень круто. Он там сыграл там, 500 000 этих одностоловых СНГ турниров, вот так выглядит его график. Ну, очевидно, что он на самом деле в огромном плюсе за счет возврата комиссий, как бы глупо с этим спорить. Но согласитесь, этот график выглядит не столь эффектно, как график Майбойфина. Ну и вот с новой системой на ГГ это все будет выглядеть примерно так же. Вот мы с БРД в этом подкасте в конце года будем сидеть и высчитывать, что вот топ-рек с минус 1 ББ на 100 на NL 5000 это скорее всего топ-рек. А с минус 3 это вот чел там в ноль сыграл, скорее всего. И не говоря уже о том, что регвары и какие-то вот дуэли, как, допустим, в прошлом месяце мы обозревали дуэль на NL 20 тысяч Виктора и Макбойфина. Это было реально круто. На том же 2+2 было активное обсуждение, там люди за Макбойфина в основном болели, но как бы не суть. Опять же, вот те же регвары, которые там люди договаривались поиграть, это все, я могу вам практически гарантировать, с ГГ уйдет. Потому что и так все эти матчи, дуэли держались на очень хрупком эго участников. То есть они там пытались бороться друг с другом. С повышением рейка в 2 раза даже совсем отважные люди, ну, на самых-самых там NL 100 тысяч играх, возможно, кто-то иногда будет играть, потому что там, ну, на разных, чем выше лимит, тем ниже рейк, все-таки эта система осталась. Но вот, однако, вот лимиты NL 5000, 10 тысяч, 20 тысяч, увеличение рейка в 2 раза, ну, оно для них катастрофично. Поэтому хочу попросить Ивана, если это возможно, побороться за этот хрупкий баланс в системе. Спортивная составляющая невероятно упадет, если лучшие игроки перестанут выяснять там, отношения между друг другом в регварах там, или в хаматчах. Эти обзоры буквально потеряют смысл. Привет, это обзор дорогих игр, которые проходили в марте, и нам поможет в этом регуляр High Stakes Аврора. Алексей, привет. Всем привет.
В этом месяце прошла дорогая и довольно крупная серия Тритон. Насколько я знаю, на ней выступали многие кэш-специалисты. Расскажи, пожалуйста, поподробнее, кто приехал. Да, первый Тритон в этом году прошел во Вьетнаме. Планировалось, что туда приедет много кэшевиков, но доехали немногие. То есть там были Линус, из постояльцев Тритона это Линус и Limitless Виктор Малиновский. И они ездят на каждую. Также это был первый Тритон для Майк Боффина, героя нашего прошлого выпуска, и Даррела Гоха, у него же ник Fossix4 на PokerStars. Это был их первый Тритон. Майк Боффин сделал несколько ТМ. Даррел Гох, к сожалению, только получил удовольствие от участия. Вот. Также из русскоязычных приехал только Витя Энвайт. Забавно, что даже здесь Виктор и Майк Боффин, которые регулярно играют дуэли в онлайне, часто попадали за один и тот же стол, а из одного из турниров, по-моему, из первого Супер Миллионса, Майк Боффин лично выбил Виктора. А насколько тяжело кэш-игроку перестроиться под турнирный покер? И будет ли кэш-игрок даже довольно сильной, легкой мишенью для топовых МТТшников? На самом деле перестроиться довольно непросто. Даже очень хорошо подготовившись к нестандартным для кошельков играм и показав хороший минрейт в ранней стадии, который они наверняка покажут, может по итогу оказаться, что турнир мы играем в минус, так как в это очень узкоспециализированный формат, небольшое количество участников. Обычный ТМ уже там несколько боинов, это колоссальное ЦМ давление, которое тоже не так-то просто, это нужен огромный игровой опыт. А у кошельков этого опыта обычно нет. То есть все деньги делаются в решениях с очень коротким стеком, где очень легко ошибиться и сделать ошибку на сотни тысяч долларов. А то, что там ты раннюю стадию отыграешь в 1,5 раза лучше, чем какой-нибудь даже сильный МТТ игрок, по итогу на твоем ROI никак не скажется. Наверное, можно даже сказать, что плохо подготовленный кэшевик может стать легкой мишенью, потому что я, как человек, который готовился к Тритону, могу сказать, что допустить колоссальную денежную ошибку легче легкого, причем ты можешь сделать это в абсолютно неочевидной ситуации. А то, что ты там чуть-чуть кого-то там переиграл в дипстеках, которые там длятся пару часов ранней стадии, вообще тебе никак не поможет. Ты упомянул, что готовился к Тритону. Я знаю, что ты на него ездил, мы следили за тобой на ТВ-столе. Расскажи про этот опыт изнутри, как это выглядит. Да, я один Тритон на Кипре посетил. То есть можно сказать, что у меня была такая, можно сказать, мечта, потому что я следил за всеми стримами Тритона. Мне очень нравилась эта серия, очень хотел съездить. Что сказать, очень понравилось, огромное удовольствие от игры. Но, объективно говоря, думаю, ожидание на Тритоне у меня минусовое. Потому что, опять же, это не моя специализация. Я, честно, очень хорошо готовился. То есть я там больше месяца тренировался в тренажере, даже брал занятия у сильного МТТ игрока. Но все равно, объективно, все деньги делаются в тех ситуациях, где у меня абсолютно опыта никакого нет. И там турниры, где было очень хорошее поле с кучей любителей, наверное, я играл в плюс в любом случае. Но тот же мейн-ивент, где входов любителей было уже не так много, вся МТТ-элита там играла активно, и причем ребайлась, то есть количество их входов сильно увеличивалось. Рей, кстати, довольно большой был в мейн-ивенте. И, соответственно, думаю, что мейн-ивенты играл я в минусовую. На прошедшем Тритоне Линус подвергся легкой критике со стороны МТТ-специалистов. Линус явно не тот игрок, который нуждается в защите, но, как верно отметил в Твиттере его друг Юмет Бро, попробуйте найти еще одного такого игрока, как Линус. Он играет матчи на высочайшем уровне буквально во все дисциплины. 6 макс кэш, 6 макс хедзап, супер дорогие турниры. Хедзап в Амаху и и ринг игры тоже в Амаху он играет. Все это исключительно на свои деньги, он никогда не продает доли. И при этом он даже играет без любителей, он всегда играет с другими топовыми регулярами своих дисциплин. То есть Тритон — это буквально единственное место, где Линус с любителями вообще пересекается. Поэтому любая критика в его адрес звучит довольно сомнительно. А вот обратная ситуация. Если, например, топовый МТТшник переходит играть в дорогой кэш, как хорошо он себя чувствует в этом случае? Тут очень большая разница, про какой момент в карьере мы говорим.
потому что начинать покерную карьеру можно, в принципе, где угодно. То есть мы знаем примеры элитных кошельков, которые начинали карьеру там в ХУСНГ, в обычных СНГ, в турнирах, там, наверное, все что угодно можно играть там, первые пару лет, и потом уже как бы серьезно выбрать что-то одно и в него углубляться. Допустим, даже в нашем комьюнити мы знаем, как тот же Enlight начинал свою карьеру как каким-то игрок, он в каком-то фонде там был. Там из людей, кто играет просто там высокий лимит. Вот Костя Гэмблер, который где-то популярный блог на Джипсе, он тоже полностью, привет ему, да, перешел в кэш, являясь топовым ДТ-игроком. Ну, не топовым, но хорошим ДТ-игроком, который пару лет активно играл только турниры. Если же говорить о суперэлитных игроках, им как бы неинтересно подниматься по лимитам там, и работать над игрой, они как бы садятся же сразу в супердорогие игры. И здесь, к сожалению, обратная ситуация той, что мы видим в той, про которую я рассказывал, когда говорил про кошельков, которые играют в дорогие МТТ-турниры. Если говорить про элитных МТТ-игроков, то они довольно часто участвуют в дорогих играх на ГГ. То есть постоянно, там, когда играется какой-то НЛ 100 тысяч, там можно увидеть за столом Адама, или там, Мартиросян раньше активно играл, сейчас поменьше, он больше на оффлайне сосредоточен. Но, допустим, в анте-играх, думаю, они чувствуют себя довольно комфортно, потому что они привыкли играть анте-игры в своем, как бы в начальных стадиях МТТ, и как бы у них, как минимум при флоу диапазона они понимают хорошо. Но в нон-анте-играх могу отметить, что они даже вот в префлоп диапазонах очень сильно плавают. И где-то играют слишком лузово, слишком там широко защищают ББ. И в играх на очень высоком уровне, конечно, они не могут конкурировать с элитой кэша. То есть, они как бы не стараются, они не играют регвары, они там стараются как бы селектить хорошую игру. Могу отметить Кейла Бернса. Он не так известен в русскоязычном комьюнити, но в англоязычном его знают хорошо. Это еще один, помимо Адама, австралийский рек. Он довольно активно играет кэш на ГГ. Он там и 1 на 1 играет, и в 3 макса бывает периодически садится. И вот потому, то есть я много следил за тем же Тритоном, да, и он выглядит довольно безумным турнирным игроком, то есть который там распихивает стейки там туда-сюда. И могу отметить, что в кэше он играет совсем не так. Я с ним прилично наиграл, он реально играет на уровне хорошего кэш-профессионала. То есть я даже очень удивился. Какие-то классические ошибки, которые совершают турнирные игроки, он их практически не совершал. Может быть, конечно, у него есть кэш-бэкграунд, но вот я был удивлен в хорошую сторону уровнем игры Кейла Бернса в кэше. Отдельного внимания также заслуживает Майкл Адама. Это, наверное, один из самых известных сейчас МТТ профессионалов, и он активно играет кэш, то есть он активно выступает в НЛ 100 тысяч играх, которые регулярно собираются. Допустим, в этом месяце несколько раз игрался НЛ 100 тысяч, по-моему, там чуть ли не каждый раз Адама в ней участвовал. Когда там какие-то известные турнирные любители приходят играть в кэш, он обычно тоже играет с ними. Тот же Лев Миелон, когда приходит играть НЛ 100 тысяч, по-моему, Адама тоже каждый раз регулярно играл. Однако в кэше у него не очень хорошие результаты. Отчасти, я думаю, что отчасти ему не складывалось, но и мы можем увидеть реально крутые эксплойты, которые показывают кошельки против такого вот стиля игры Адама. Адама использует невероятное количество всяких разных сайзингов, то есть он вот знаменит в турнирах своими там кучей разных овербетов, там какие-то 5 банков постоянно везде ставит. И вот в этом, наверное, ничем не примечательная раздача, но зрителям будет забавно заметить, что Майк Бойфин в этой ситуации, я думаю, очень хорошо именно по сайзингам прочитал, можно, по-простому сказать, силу руки Адама и понял, что как бы его рука стоит больше, и заставил Адама сыграть на стек. Условно, раздача выглядит слишком лузовой для кэш-специалистов, но вот примерно так можно характеризовать игру Адама в кэше. То есть он пытается переиграть соперника в каждом возможном банке, то есть иногда даже слишком нагло. И здесь Майк Бойфин наказал его за эту наглость. Подытожить можно так, что покер сейчас находится на таком уровне, что даже являясь элитным игроком смежной дисциплины, там, будучи топ-регом кэша, ты идешь играть, там, едешь на Тритон, либо будучи топ-МТТшником, прыгаешь играть НЛ 100 тысяч, скорее всего, стоит пересмотреть свое ожидание в более пессимистичную сторону, потому что игра все-таки сейчас развилась, и против, реально топовых спецов своей дисциплины нельзя вот так просто прийти, сесть и развалить их, как там было 10 лет назад.
И сейчас, к сожалению, такое уже не работает. Да, потому что ходит миф, в основном, кстати, среди кошельков, что МТТшники слабо понимают даже в своей дисциплине. Ну, я думаю, конечно же, все понимают, что это миф. Да, конечно, это просто шутка. И ну, даже вот тот же там про Гейл Бёрдса я уже рассказал, тот же Адама, чтобы его еще попробуйте его обыграть, то есть нужно заложить правильно рейндж, то есть попробуйте там не платить ему его 5x овербет, то есть чтобы как бы игрока такого уровня обыграть, нужно быть Майк Бойфин. То есть это как бы раздача выглядит просто, на самом деле она гораздо сложнее, чем кажется. И то же самое как бы относится и к кошелькам МТТ, то есть все равно это... Таких игроков нельзя считать любителями, само собой, это все просто шутки. Теперь хотелось бы перейти к более профильной дисциплине нашего обзора. Это кэшу на High Stakes. И расскажи, кто играл в регварах в марте? Ну, отчасти из-за Тритона в первой половине месяца регваров было не очень много. Однако, во время самого Тритона владельца сети VPN уговорили, ну, или, может быть, сам этого и хотел, добавить NL 20 тысяч столы в American Card Room. И, учитывая, что игра там практически рейк-фри, экшен довольно прилично перешел туда. Дэвид Джонс, Начо, Майк Бойфин и даже Линус довольно активно там играли. Ну, Витя Энлайт еще из русскоязычных. Тот же Линус, допустим, до этого в VPN практически не играл, а сейчас вот каждый раз, когда он начинает сессию, он открывает эти столы. И мы могли видеть, да, несколько довольно продолжительных регваров. Стоит отметить, что АКР немного не хватает публичности для этих игр, потому что, чтобы там анонимные лобби, чтобы за ними смотреть, нужно тратить какие-то билетики, там разбираться, там этих билетиков всего 3. То есть хотелось бы, конечно, чтобы это было более медийно, это будет круче и для самих участников, и для, ну, и просто для зрителей, и для любителей покера, которыми мы здесь и являемся. Раздач было сыграно не так много, но стоит отметить, что Джессом Гейл довольно хорошо выступил. То есть он сейчас, по ощущениям, в очень хорошей форме. И на том же ГГ он не очень активно играл, потому что, ну, все-таки игра там довольно дорогая, то есть нужно платить очень много комиссий, а на КР часто участвует в играх очень активно. Также стоит отметить, что Берри Свит, ну, супер топ-река Амахи, намекнул на его возможный матч со Стефаном. Берри играет не только в Амаху, он в Хоудом тоже играет, он специалист по играм 1 на 1. И если этот матч состоится, я думаю, это будет невероятно крутой матч. То есть это он будет и освещаться, скорее всего. Надеюсь, там мы его чуть-чуть как-то осветим. Но с точки зрения зрителя, я бы с удовольствием посмотрел и... Потому что Берри Свит, в принципе, обыграл всех. То есть он когда-то составлял свой топ, с кем он играл в Хоудами. На первом месте у него был Майк Бойфин. И можно будет даже, наверное, ставку какую-то поставить, потому что мне кажется, что Стефан может его обыграть. Потому что вот у Стефана есть опыт, ну, крутой опыт матчей. Плюс на самом деле, стиль, по моим ощущениям, я играл тоже с Берри Свитом, по ощущениям его стиль очень похож на Лимитлеса. То есть, ну, просто он, наверное, все-таки посильнее, чем Лимитлес. Хотя, кто знает, может, просто Лимитлесу тогда не складывалось. Но вот по ощущениям, у них вот стиль игры Берри Свита реально похож на стиль игры Лимитлеса. А Берри Свит с такими игроками, как Стефан, еще не сталкивался. То есть, по факту, грубо говоря, Стефану нужно будет просто повторить то, что он уже делал, а для Берри Свита это будет по-настоящему новый вызов. Поэтому мне вот кажется, что у Стефана большие шансы на победу в этом матче. Однако, не торопитесь нести свои деньги. Потому что Стеф — это такой игрок, который очень важно, в какой он форме, в каком настроении подойдет. То есть, если он отнесется максимально серьезно, я думаю, что у Берри шансов мало. Однако, шанс на то, что он отнесется довольно серьезно, может быть ниже, чем нам хочется. Это довольно интересно, учитывая, что, судя по блогу Стефана, во время матча с Лимитлессом он полностью посвятил себя игре, то есть он вот прям писал, что ложился и засыпал, думая об этом матче. И это, на самом деле, очень энергозатратный подход. Да, Стеф был невероятно заряжен тогда. Надеюсь, сейчас он будет заряжен так же. И надеемся, что матч состоится. Расскажи, пожалуйста, больше про Берри Свита, потому что в СНГ комьюнити он не очень известен, но, насколько я понимаю, он играет высоко и довольно серьезно. Берри Свит очень загадочный игрок, он играет там, практически только на Покер Старс, там на ГГ он не играет, потому что не хочет светить Real Name. То есть он там, ну, возможно, говорят, что из-за налогов, но может он просто хочет сохранить инкогнито. Также
Ну, это бывший специалист по Амахе, который потом перешел в 8 игр. То есть у него там несколько было очень известных дуэлей в 8 игр против Рауля Гонзалеза, там, где он какие-то миллионы и миллионов выиграл. Там даже Рауль Гонзалес даже закончил карьеру. Это была очень интересная статья на Джипсе. Я думаю, мы оставим ссылку в комментариях. Почитайте, это того стоит. В общем, Барри Свит обыгрывает всех 1 на 1 во все возможные игры. В 8 играх, то есть он хоть и не является там спецом по всяким 7 карт дро там, и вот прочим играм, ну, относительно там лучших регов этих дисциплин, однако он там имеет такой подавляющий перевес в Амахе, ну, особенно в Амахе и в Холдеме, что это с лихвой компенсирует, возможно, там не лучший наигрыш там, всяких Бадуги, Бадуси, там, и разных. Ты упомянул про 8 игр, это интересный для меня момент, потому что по нему проходили довольно большие дуэли, в том числе с участием Трутеллера. Насколько сложно изучать вот эти вот стад, там игры с кучей обменов и так далее? Ну, надо понимать, что это все дела давно минувших дней, ты про них знаешь, потому что я когда тебе про это рассказывал, но по факту сейчас уже, я думаю, никто про это ничего не помнит. Просто был действительно такой вот во времена... Был такой момент еще, когда ФТП там было активно, Full Tilt Poker, когда там на Старзах, что почему-то так исторически сложилось, что были очень дорогие лимиты 8 игр, и там сидели какие-то рандомные люди, там, кто-то из оффлайна, или вообще какие-то люди, которые там особо даже не были, ну, по меркам Холдема, совсем слабо понимали, как это все работает. И топ-реги типа Трутеллера или там того же Рауля Гонзалеза, которые потом последующие его, правда, обыграли, но неважно, они как бы поняли, что ну, механика этих 8 игр работает так, что вот две ключевые, подлимитные и подлимитные игры, это вот, собственно, Холдем, там, ну, Холдем безлимитный, но неважно, и Амаха, они составляют, ну, короче, перевес в них может окупить то, что ты во всех остальных играх будешь там, ну, играть не так хорошо. Они это быстро поняли, и вот, особенно, наверное, Трутеллер это хорошо понял, потому что он там выкатал, по-моему, всех, кто там сидел, Фил Лайви там, все, вот, Фил Лайви очень много денег проиграл Трутеллеру, он до сих пор ему должен, насколько я знаю, отдает. Вот все, в общем, эти люди, которые почему-то сидели на этих дорогих лимитах 8 игр, все оттуда уже давным-давно пропали. В общем, да, была такой небольшой лайфхак был, когда каким-то чудом оказалась такая вот эта экосистема отдельная, но потом в нее как бы быстро пришли и все из нее вынесли. По поводу этих игр, вроде как в них я не являюсь жестким специалистом, но в основном эти вот все игры, и там Dealer Choice игры, они работают по принципу, что мы ищем человека, который вообще не умеет в них играть и там плохо понимает правила. То есть там условно то в том же раз, там, допустим, я, немножко знаю про раз, потому что там стримы Сергея Рыбаченко смотрел, там это была любимая игра. И вот он, ну, в разе все-таки она довольно низкий потолок скилла, то есть игра очень простая, то есть буквально, когда ты уже понял правила, там ты много проигрывать уже не будешь, то есть. И вот в этом Dealer Choice игр, вообще вот этот Dealer Choice оффлайновский, и весь его смысл в том, чтобы найти вот такую игру, в которую ты играть умеешь, а противники не умеют. И в этой связи хотелось бы спросить про румы, потому что High Stakes игра за всю историю там проходила на разных совершенно румах и могла перекочевать там из Full Tilt куда-то еще. Расскажи про это. Да, действительно, раньше основным такой мейнстримовой площадкой, где игрались супердорогие игры, был Full Tilt. То есть потом, понятное дело, что по понятным причинам Full Tilt закрылся, и все ушло на Старзы. То есть Покер Stars стали главной площадкой. Сейчас это, очевидно, ГГ Покер. Причем ГГ Покер вышел на какой-то на самом деле невероятно, ну, довольно большой уровень медийности. Сейчас медийность выше, чем старый, даже, наверное, выше, чем во времена Full Tilt. Потому что вот реал неймы, это дает прикольный бонус, то есть смотреть интереснее. То есть ты уже смотришь не на ники, а на имена людей. Плюс там игры стали дороже объективно. И там бывает часто вот ты играешь какой-то там стол даже там не супер дорогой, там какой-то на 20 тысяч. И ты видишь, что там его обсервит буквально там 100 человек. А там даже нету никакого знаменитого. То есть когда там какой-нибудь еще знаменитый какой-нибудь состав, там какой-нибудь Майкл Адама тот же, о котором мы уже говорили, играет. Там вообще там может быть 300 зрителей. Тут какой-то экскурс в историю дать не получится, потому что вот по факту вот эти три площадки это и были. То есть Full Tilt, Stars, ГГ. Вот такой был переход. То есть High Stakes игры пытались создать там на каких-то, и на Пати-покер в свое время пытался, я помню, там приглашал Сильдура, и вроде даже микрогейминг, сейчас уже такой сеть вообще пропала, тоже там пытались как-то High Stakes Action продвигать, но ни у кого не получилось, то есть это в первую очередь, потому что для этого нужно удобное лобби, то есть за этим должно быть удобно наблюдать, а вот сейчас как бы в первую очередь ГГ
показывает. И чтобы попасть в такую игру, нужно как минимум депозитнуть на рум достаточно большую сумму денег. Как это вообще происходит? Насколько это безопасно? Ну да, многие вот люди, которые в оффлайне готовы играть супер дорого, в онлайне боятся играть. Хотя в этом, кстати, есть небольшой парадокс. На самом деле, там на топовых площадках игра, я думаю, безопаснее, чем в оффлайне. Потому что технологии сейчас так развились, что в оффлайне мошенничать там можно невероятным количеством образов. Ну, сейчас ответ на твой вопрос довольно легкий. Это криптовалюты. Развитие криптовалют очень упростило депозиты огромных сумм. Но раньше действительно и с кредитки можно было надепать кучу денег. Однако сейчас, ну, на том же PokerStars хайстейк-игра практически умерла именно потому, что с криптой они не работают, а по банковской карте ты просто не можешь столько надепозитить. И вот единственный шанс, когда на PokerStars там начинается какой-то экшен, это когда, ну, реги выясняют отношения между собой, заранее договорившись, либо когда какой-нибудь там любитель или там директор другой дисциплины там выиграл какой-нибудь большой-большой турнир, у него там много-много денег на аккаунте, и он идет показывать мастер-класс. В целом, регваров в этом месяце было не супер много, отчасти из-за тритона, отчасти из-за того, что, ну, какой-то на самом деле очень большой был наплыв любителей на high stakes, то есть было довольно много дорогой игры, там, от там, NL5 до NL20 тысяч, и, то есть, в принципе, ну, вот как так получалось, что именно в этом месяце небольшое затишье. На первом месте у нас Иван Голинец, его никнейм на PokerStars это Джессам Гейл, хорватский игрок, очень давно играет high stakes. Пришел на high stakes, собственно, из Zuma 500, это вот один из многих игроков. Ну, такой был, ну, отчасти вот УБР Барон самый известный, но таких игроков на самом деле много, кто вот после побития там успешного Zuma 500 и шел разрывать high stakes и показывал там, ну, закреплялся там и в регварах, и в ринг-играх показывал отличные результаты. И вот в этом месяце даже Гейл выиграл рекордные 416 тысяч. Наверное, даже это его best mounts. Ему помог в этом, к сожалению, ему немного в этом помог Стефан и другие регуляры, потому что он очень много в ха выиграл именно. В общем, поздравляем его с заслуженным первым местом. На втором месте Тобиас Дёчвеллер, надеюсь, я правильно произнес фамилию. У него ник на PokerStars Дудь, это тоже очень олдскульный австрийский рек. У него какая-то очень такая крутая закрытая группа там, каких-то учеников, потому что вот постоянно там какой-то, знаешь, новый чек появлялся на NL 5000 там, или NL 1000, там в чате спрашивали, а кто это такой? Там, в чате регов, да? И каждый раз практически кто-то отвечал, что да это ученик этого Дудя. Тобиас. То есть вот так, я так человек про 5 все время спрашивали, там какой-то новый появляется типа сильный игрок, и это все время ученик этого чела. Поэтому, наверное, тренер он неплохой. И, как видим, сейчас он, кстати, начал активно играть. Ну, в целом, он до этого на ГГ любил очень. У ГГ это, наверное, топ-рум по профиту. У него тут очень хорошо складывается. Он в целом, наверное, хорошо понимает, как тут правильно играть. И его второе место, думаю, такое отчасти самое скилловое. Хотя он перебрал 2 раза. Но, даже несмотря на это, на большой дистанции он на ГГ там какие-то тоже у него феноменальные результаты, наверное. Там в топ-5, я думаю, по all-time профиту. На третьем месте Мануэль Саведра, он же Джон Маклин. С ним тоже было очень интересное, ну, не супер интересное, но просто, чтобы кто-то такой, можете прочитать интервью его на Gypsy Team по итогам там его супер успешного года. Этот год у него идет, ну и прошлый, не очень хорошо, он очень много залил с пика. И сейчас, так, немного, наверное, подотмазался он в марте. Он удачно выступил на 20к, там была 20к, 40к игры с голландским любителем Густаво. Вот он каждый день практически играл, как по часам садился. Там я тоже в этих играх участвовал. И вот Мануэль Саведра много выиграл в этих играх. И смог даже вот он на 5, судя по винрейту, вы можете видеть, что на 5к, 10к он проигрывал, а на 20к и 40к показывал мастер-класс. Однако он сыграл очень много раздач, и, ну, думаю, сейчас он тоже в неплохой форме. А на 4-м месте Тики-Така, это также известный Начо, Игнасио Марон. Это вот, собственно, когда я рассказывал про 20к регвары на VPN. Вот, собственно, вы можете видеть победителя, человека, который вышел победителем из этих регваров. Вот, собственно, там где-то 10 тысяч рук они нарегварили. Ну, понятное дело, что меньше, там, на 20к они там пару тысяч рук нарегварили. Но в целом, вот, Начо в основном регварит, причем очень короткими сессиями. И этот месяц у него сложился удачно, он вроде даже там Стефана тоже что-то выиграл чуть-чуть. И у меня тоже, кстати, тоже выиграл, да. И вот он на VPN, так сказать, опробовал новые столы. На 5-м месте Себу Покер, он же... Сейчас не знаю, как его зовут. Гунгард.
у него фамилия. Про него мы рассказывали уже в прошлом выпуске. Опять же, он довольно много выиграл, показал отличные результаты. Что удивительно, он играет шортстеком, то есть для него там эти винрейты вообще колоссальные. То есть все удивляются, как он умудряется шортстеком такие результаты показывать. Надеемся все-таки, что его результаты подспустятся, потому что что-то вот слишком уж хорошо он играет для человека, который играет шортом. Так, на 6-м месте, собственно, нахожусь я сам. Это был удачный месяц, заходило неплохо. Ну и я тоже довольно много отыграл. Почти каждый день приходилось играть сессию. Герман Родригес на 7-м месте. Это Тути с Poker Stars. Это вот один из соперников Стефана. Можете, опять же, на GF Steam была крутая статья про матч Тути и Стефан. Там очень их матч сложился даже более, ну, для меня лично, как для игрока, сложился даже интереснее, чем матч Стефана с Limitless, потому что поначалу Тути выигрывал. Он выигрывал много. Стефану было лезть. Это вот, кстати, я как раз на эту тему говорил, что в какой форме, с каким настроем подойдет Стефан. Потому что с Limitless он был настроен убивать и вынес в одну калитку. Тути, при всем уважении к Тути, гораздо более слабый игрок. Ну, по моему мнению, опять же, могу ошибаться. И, однако, он там первую половину матча вообще выигрывал. Причем даже Стефан хотел прекратить матч, типа, хотел сдаться. Говорит, что давай, я даже переведу, типа, вот этот сайт-бет, типа, переведу на благотворительность. Типа, что не хочу играть, мне впадло, ты там крутой чел, я готов тебе, типа, деньги отдать. Тути говорит, нет, типа, у меня там бейкеры против, чтобы я прекратил, типа, ну, то есть я думаю, что у меня плюс ЕВ. Что там, он и выигрывал тогда матч. Это где-то 20 тысяч радач прошло. В итоге Тути отказался. В итоге Стефан, типа, ему там что-то писал, что, типа, что буду честен, я уверен, что, типа, играю в плюс, там, условно. Ну, короче, кончилось все тем, что Тути все проиграл, еще сверху очень много проиграл. И Limitless, Стефан его там в действии ВБ точно так же вынес. То есть хронология матча была очень интересная, там, с точки зрения психологии, с точки зрения околоигровой. Это вот можно увидеть, типа, разные, ну, как игра Стефана меняется в зависимости от его настроя на игру. Ну, снизу оставим тоже ссылку на этот материал. На 8-м месте I Was Only 17. Это, собственно, победитель нашего прошлого выпуска. Барак Висберт. То есть это вот тоже он опробовал, можно сказать, регвары на 20к. Вместе с Начо. И выиграл там, сколько там, 18 боинов. На ГГ в этом месяце у него не очень хорошо сложилось, он там довольно много проиграл, однако вот этот, хороший результат в регварах на АКР помог его немного компенсировать его проигрыш. На 9-м месте финиширует Виктор Малиновский, он же Limitless на Poker Stars. Вернувшись с Тритона, где у него тоже было несколько глубоких проходов, он и на High Stakes успел очень удачно выступить, как мы видим. Могу отметить, возвращаясь к нашей первой теме, про топ-кошельков в дорогих турнирах, что Виктор как раз-таки пример игрока, который смог сразу ворваться на самый-самый дорогой IB. То есть там и по 10 тысяч турниры регулярные на ГГ и даже дороже. Однако он, что называется, учился на собственных ошибках. И насколько я слышал, поначалу он был тем еще ИЦМ-самоубийцей. Так турнирные игроки называют игроков, которые совершают вот очень-очень минусовые действия с точки зрения турнирной доли. На 10-м месте Сир Хелметс, он же Тайст Янтер, тоже супер топовый рек из Эстонии. Тоже очень активно играл в этом месяце. Здесь довольно показательное количество раздач, потому что это вот на NL5K+, там наиграть 26 тысяч раздач, это означает, что человек, в принципе, все подряд играл. Потому что там, даже вот, в принципе, я там тоже все подряд играл, наиграл 20 тысяч. То есть, типа, если человек 26, я в общем много часов. А там человек, если он наиграл столько же часов, там, примерно он играл 26, значит, он вообще там все со всеми играл. И тоже Тайста показал отличный наигрыш в этом месяце и заслуженно заработал $160 тысяч. Ну, получается, ачивка топ-виннера месяца уходит Ивану Галинцу, с чем мы его и поздравляем. Расскажи, пожалуйста, побольше об этом игроке, потому что я, на самом деле, не так много о нем знаю. Ну, о нем не так много кто знает. То есть он в целом, на самом деле, тоже не особо публичный. Хотя вот мы, когда искали его фотки, выяснили, что он на ВСОП там несколько раз ездил. И даже он там, кого-то он все-таки тренирует, потому что я тоже встречал его учеников. Плюс, насколько я помню, он очень много путешествует по Южной Америке, потому что все время у него флаг меняет. То он в какой-то Колумбии, то в Мексике, то в Бразилии. То есть он какой-то вот, реально какой-то путешественник, потому что он в своей Хорватии практически он и не находился. Вот, то есть я вот это могу отметить. Также могу отметить, что, наверное, у него вот довольно аккуратный, можно сказать, что он довольно аккуратный стиль игры. То есть он такой вот
более защитный в чем-то покер, то есть больше, то есть он его игра ближе к Таксхиру, ближе к Мунизу, то есть, нежели там к Стефану или там, тому же Линусу там отчасти. Ну, это все очень абстрактно, понятно, что делают. На таком уровне нельзя так говорить, но вот я делюсь своими ощущениями. Также могу отметить, что Иван очень успешно играл на Старзе, то есть вот тут у него Старзы всегда были топовые его рум, то есть он и у Ригваров то все очень успешно там выступал, там даже с Бароном успел потягаться. Я помню там несколько эпичных раздач там с НЛ, там, когда он только начинал играть НЛ 10 тысяч, его противостояние с Бароном. То есть он такой вот, наверное, один из последних игроков, кто дал бой Барону.